Я есмь Афина Паллада. Я вновь пришла к вам сегодня. Наверное, вы не забыли меня и помните, что я являюсь членом кармического правления. Меня также знают как богиню истины. И когда-то давно люди поклонялись мне в храмах, созданных специально в мою честь. Это было давно, в моей любимой Элладе. И сейчас я желаю напомнить вам о том, что я также являюсь покровительницей справедливых войн. Все в вашем мире носит двойственный характер. Поэтому, как вам не покажется странным это слышать от меня, кроме несправедливых войн, есть еще войны, которые носят справедливый характер. Поэтому, прежде чем принимать участие в той или иной войне, нужно очень хорошо понять те мотивы, которые движут вами и теми людьми, которые облачены властью и принимают решения о начале войны. Прежде всего, вы должны понять, будете ли вы в ходе этой войны отстаивать корыстные интересы, или вы будете оборонять свою землю, свои жилища, свои семьи от внешнего врага, который угрожает вам и наносит свои удары по вашей земле. Очень важен мотив каждого воина, который принимает участие в войне. И если человек идет на войну с любым корыстным мотивом, то участие в войне для этого человека будет обременять его кармой неправильного действия. Корыстным мотивом могут быть деньги, слава, власть, должность или чин, а также военная добыча. Закон кармы является очень сложным законом этой вселенной. Поэтому давайте разберем, как участие в несправедливой войне отразится на стране и ее людях, которые участвуют в этой войне. Конечно, в ходе любой войны применяется насилие и гибнут люди. Поэтому важно понять, какую карму будет нести та страна, которая участвует в несправедливой войне. Каждый участвующий в несправедливой войне несет свою долю кармы. Однако у каждого участника войны есть матери, есть родственники. И вся семья, и даже дальние родственники человека, участвующего в несправедливой войне, разделяют карму творимых убийств и разрушений. Таким образом ослабляется семья и весь род, что может являться причиной вырождения рода, физического и умственного. Таким образом, карма несправедливой войны затрагивает даже тех людей, которые далеки от непосредственного участия в военном конфликте. Кроме этого, существует карма страны, которая участвует в несправедливой войне.
Эта карма ложится на все население страны и распределяется между всеми членами общества. Как правило, это ведет к пресечению потока божественной энергии, отпущенной для страны. Недостаток божественной энергии проявляется как отсутствие изобилия, голод, психические расстройства значительной части населения страны, шизофрения, одержание, депрессия, склонность к суициду, агрессии. Конечно, большая часть кармы несправедливой войны ложится на тех людей, которые принимают решение о начале такой войны. Однако, как я сказала выше, кармическое бремя ложится и на каждого человека, проживающего в этой стране. Потому что ни одна война не может состояться, если не будет людей, которые согласны участвовать в войне ради личной корысти, наживы или с целью совершенствования своих навыков убийства на живых мишенях. Здоровое общество никогда не позволит вовлечь себя в несправедливую войну, так как слишком хорошо осознает ответственность за эту войну, которая ложится на многие поколения. Теперь, что касается ведения справедливых войн. В том случае, если воин участвует в битве с целью защиты своей страны, своей земли, своей семьи и не имеет при этом цели личной наживы, корысти. Если воин готов пожертвовать своей жизнью бескорыстно для общего блага своей страны, то такие действия считаются правильными, и даже в случае смерти воина не ослабляют семью, к которой он принадлежит, а напротив, энергетически усиливают ее. Самопожертвование для спасения ближних может рассматриваться как ненасилие, в случае, если человек готов быть живым щитом между нападающими и своими близкими. Этот высший акт самопожертвования создает благую карму для всего рода и страны. Я думаю, что в сложившихся в настоящее время в мире условиях мое учение будет полезно для вас, и вы сможете применить его на практике в ваших жизнях. Я есмь Афина Паллада.